Уругвай искренне восхищает с первых секунд знакомства с ним. В этом ролике мы сначала поглядим, какой удивительной может быть жизнь в этой стране, а затем разберемся, как именно она умудрилась стать настолько невероятной. Ну и, конечно же, не забудем про минусы. Итак, мы начинаем. Уругвай – самое светское государство в Латинской Америке, где церковь полностью отделена от политики еще с начала прошлого века. В связи с этим Рождество официально переименовали в День семьи, а Крещение – в День детей. Название страны произошло от одноименной реки Уругвай, что на языке коренных индейцев Гуарани означает «река расписных птиц». Сами уругвайцы из-за географического положения часто называют себя ориенталис, то есть восточники. Бывший президент Уругвая Хосе Мухика получил мировую известность как самый скромный лидер государства. Он отдавал 90% своей зарплаты на благотворительность, жил на обычной ферме и ездил на стареньком автомобиле Volkswagen Beetle. В середине 20 века Уругвай ласково прозвали Южноамериканской Швейцарией. Этому способствовали развитая банковская система, строгий нейтралитет во внешней политике и высокий уровень социальной защиты граждан. Уругвайское законодательство очень лояльно по отношению к иммигрантам. Иностранцы могут легально получить местный паспорт, полностью сохранив при этом свое первое гражданство. Правда, есть один очень неприятный нюанс, который может полностью изменить ваши планы на переезд. Поэтому, чтобы не портить настроение с первых минут, я расскажу об этом позже. Вообще, уругвайцы очень доброжелательны и всегда готовы прийти на помощь. Даже если вы знаете всего пару слов на испанском, местные жители сделают все возможное, чтобы понять вас и подсказать дорогу. По данным всемирных организаций, более 60% населения Уругвая относится к среднему классу. Это самый высокий показатель экономической стабильности и равенства среди всех стран Южной и Северной Америки. Уругвай – крепкий середнячок в Латинской Америке по средней продолжительности жизни населения. Она составляет около 78-79 лет. Секрет долголетия местные жители связывают с размеренным темпом жизни, качественным мясом и чистым океанским воздухом. Уругвай практически полностью перешел на возобновляемые источники энергии, которые покрывают около 98% потребностей страны. Огромную часть электричества вырабатывают современные ветряные электростанции и гидросооружения. Уругвай стал первой страной, реализовавшей программу «Один ноутбук каждому ребенку». Государство бесплатно обеспечило персональным портативным компьютером и доступом к интернету абсолютно всех учеников и учителей государственных начальных школ. Здесь полностью отменен призыв в армию, а вооруженные силы комплектуются исключительно на добровольной контрактной основе. Молодежь страны может сосредоточиться на учебе и мирных профессиях. Уругвай стабильно признается самой честной и наименее коррумпированной страной в Латинской Америке. Местные жители искренне доверяют полиции, государственным институтам и судебной системе. Уругвайские банки славятся надежностью и высоким соблюдением конфиденциальности вкладов. Здесь хранят свои сбережения крупные инвесторы со всей Латинской Америки. В Уругвае закон жестко защищает онлайн-покупателей. Если вы заказали товар через интернет, по телефону или с доставкой на дом, у вас есть законное право вернуть его в течение 5 дней без объяснения причин, даже если вещь абсолютно исправна. Уругвай активно борется за экологию. Здесь на законодательном уровне полностью запретили бесплатную раздачу одноразовых пластиковых пакетов на кассах. Магазины перешли на плотные многоразовые сумки, а за покупками местные жители теперь ходят со своими фирменными тканевыми шоперами. Уругвай стал первой страной в мире, которая признала доступ к воде фундаментальным правом человека и закрепила это прямо в Конституции. На референдуме граждане юридически запретили приватизацию водных ресурсов, сделав их достоянием всего народа. Весь Уругвай живет строго в одном часовом поясе, а несколько лет назад там еще и окончательно отменили переход на летнее время. Это существенно упрощает ведение бизнеса и внутреннюю логистику в стране. Уругвай географически расположен на очень стабильной тектонической плите. За всю историю наблюдений здесь никогда не происходило разрушительных землетрясений, извержений вулканов или тропических ураганов.
Столица страны, Монтевидео, буквально утопает в многовековых платанах и эвкалиптах, которые спасают от летнего зноя. Залив Ла-Плата, на берегу которого стоит Монтевидео, является самым широким устьем реки в мире, достигая в ширину 220 километров. В уругвайских парках и садах живут тысячи ярких зеленых попугаев-монахов. Они строят гигантские коммунальные гнезда на деревьях. Жители подкармливают птиц фруктами, и те совершенно не боятся шума городов. В скверах Монтевидео можно встретить яркие деревянные домики-шкафы со свободным книгообменом. Любой прохожий может бесплатно взять почитать книгу на лавочке или оставить свою взамен. В лесах и саваннах Уругвая нет крупных опасных хищников. Встретить здесь дикую пуму в наши дни считается огромной редкостью. Самыми крупными обитателями суши являются безобидные капибары и нанду. А главным правилом безопасности при прогулках на природе остается лишь осторожность под ногами из-за местных видов гадюк. Уругвай уделяет огромное внимание сохранению своей уникальной природы. Здесь на законодательном уровне полностью запрещена спортивная и коммерческая охота на большинство видов диких птиц и животных. Государство строго карает браконьерство огромными штрафами, благодаря чему популяции местных видов находятся под надежной защитой. В Уругвае нет гор. Самый высокий холм в стране под названием Серра-Катедраль едва превышает 514 метров над уровнем моря. Вся остальная территория представляет собой мягкие холмистые равнины. Благодаря такому ровному рельефу и грамотным государственным инвестициям высокоскоростной мобильный интернет ловит даже в самых глухих лесах и на удаленных пастбищах. Фермеры могут управлять цифровыми системами учета скота прямо с поля. В курортных городах уругвайского побережья, вроде Пунта-дель-Эсте, у вилл и жилых домов часто нет привычных номеров. Вместо цифр на фасадах красуются их собственные уникальные имена. Хозяева называют свои жилища в честь морских птиц, любимых цветов или памятных дат. И именно эти названия официально используются в адресах для почты. Уругвайский карнавал считается самым продолжительным в мире и длится более 40 дней. В течение этого времени улицы городов заполнены танцорами, музыкантами и уличными театральными труппами. В Монтевидео на месте старого стадиона Поситос установлен памятник футбольных ворот. Именно здесь в 1930 году был забит самый первый гол в истории чемпионатов мира по футболу. Национальный гимн Уругвая самый длинный в Латинской Америке. В полной версии он длится около 5 минут и больше похож на оперную арию. Из-за этого на международных футбольных матчах включают лишь короткий полутораминутный отрывок, чтобы уложиться в строгий регламент ФИФА. В Уругвае нет официального списка разрешенных имен, поэтому родители могут назвать ребенка абсолютно любым словом. Из-за этого в стране живут люди с официальными именами вроде Ватерлоо, Поцелуй или даже Робин Гуд. В Уругвае принято бесплатно подвозить попутчиков на загородных трассах, и это абсолютно безопасная повседневная практика. Автостоп здесь является частью национальной культуры взаимопомощи. Уругвайские водители отличаются довольно спокойным стилем вождения по меркам Латинской Америки. На улицах городов редко можно услышать хаотичный гул из автомобильных сигналов. Звуковой сигнал здесь не принято использовать как повседневный способ выражения эмоций или спешки, а дорожное движение на загородных трассах остается очень размеренным и уважительным. Каждую неделю во всех государственных музеях страны объявляются дни бесплатного посещения для всех. Каждый желающий может приобщиться к истории и искусству без финансовых затрат. В уругвайских деревнях до сих пор можно встретить гаучо, местных ковбоев, которые носят традиционные широкие штаны бомбачос и фетровые шляпы. Они мастерски управляются с лошадьми и являются живым символом национальной гордости. Столица страны Монтевидео обладает очень внушительной, непрерывной городской набережной, длина которой составляет более 22 километров. Местные жители называют ее Рамбла и используют для ежедневных пробежек и прогулок. Курорт Пунта-дель-Эсте называют главным местом отдыха латиноамериканской элиты и голливудских звезд. Летом этот город превращается в центр роскошных вечеринок, дорогих яхт и высокой моды.
На одном из пляжей Пунта-дель-Эсте находится знаменитая огромная скульптура в виде пальцев руки, вырывающихся из-под песка. Этот монумент задумывался автором как предупреждение для пловцов об опасных волнах. Недалеко от побережья Пунта-дель-Эсте находится необитаемый остров Лобос. Он является домом для одной из самых больших в мире колоний южных морских котиков и морских львов, численность которых превышает 250 тысяч особей. В курортном городке Атлантида можно увидеть необычный дом в форме головы орла. Рядом стоит отель «Планета», построенный в виде океанского лайнера с круглой палубой и иллюминаторами. Оба здания возвел эксцентричный итальянский застройщик Наталио Мичелици в 30-х и 40-х годах прошлого века. Здесь, на уединенном побережье, предприниматель искал покой и вдохновение. В Уругвае действуют строгие санитарные правила, запрещающие приводить собак на общественные пляжи. Однако в последнее время власти прибрежных регионов стали выделять специальные зоны на окраинах курортов, где владельцам разрешено отдыхать вместе со своими домашними питомцами. В некоторых прогрессивных районах страны даже автобусные остановки оборудованы солнечными батареями и разъемами для зарядки телефонов. На океанском побережье расположена деревня Кабо-Полонио, где полностью запрещено автомобильное движение и нет центрального электроснабжения. Люди живут в уединении среди песчаных дюн, а главным ориентиром служит старинный действующий маяк. В конце лета на Атлантическом побережье Уругвая можно наблюдать редкое природное явление – биолюминесценцию ночесветки. Волны начинают светиться ярко-синим неоновым светом при малейшем движении воды. Каждую зиму к Атлантическому побережью Уругвая подплывают огромные южные гладкие киты для спаривания и выведения потомства. За этими величественными морскими млекопитающими можно наблюдать прямо с городских набережных и специально оборудованных пирсов. В Уругвае на одного человека приходится 4 коровы. Это мировой лидер по количеству крупного рогатого скота на душу населения. Животные свободно пасутся на зеленых лугах, а за их перемещением следит государственная цифровая система. Наряду с коровами в Уругвае сильно развито овцеводство, а поголовье овец в несколько раз превышает численность населения страны. Высококачественная уругвайская шерсть экспортируется на лучшие текстильные фабрики Европы. Уругвайцы борются с Аргентиной за первое место по потреблению говядины на душу населения, съедая до 60-90 килограммов мяса на человека в год. Главным кулинарным ритуалом здесь является асада – приготовление огромных кусков мяса на углях. Уругвайские кондитеры попали в Книгу рекордов Гиннесса, приготовив самый большой в мире десерт на основе традиционной вареной сгущенки дульсе де лече. Вес гигантского лакомства составил почти полтонны, а его диаметр достиг 2 метров. После официальной фиксации рекорда его бесплатно раздали тысячам собравшихся на праздник зрителей. Давайте теперь попробуем разобраться, как же Уругвай смог стать такой продвинутой и благополучной страной. В начале 20 века президент Хосе Батлье и Ордоньес провел масштабные реформы, которые превратили суверенную республику в передовое государство всеобщего благосостояния. Он верил, что правительство должно защищать интересы трудящихся и обеспечивать социальную справедливость, благодаря чему Уругвай на долгие годы стал одной из самых стабильных и социально защищенных стран Латинской Америки. Уругвай законодательно закрепил 8-часовой рабочий день и обязательный еженедельный отдых для рабочих. Это спасло экономику от жестких забастовок и сделало общество социально стабильным. Уругвайки получили право голосовать на выборах и быть избранными одними из первых в Латинской Америке в 1927 году. Страна сознательно уходила от патриархальных устоев, делая ставку на полное равноправие всех граждан. Уругвай внедрил государственную систему пенсионного обеспечения и пособий по инвалидности в те времена, когда большинство стран мира даже не думали о социальной помощи. Забота о пожилых людях стала национальной обязанностью. Уругвайский республиканский университет является полностью бесплатным для всех граждан страны с 40-х годов 20 века.
Доступность высшего образования позволила детям из небогатых семей на равных условиях получать престижные профессии и становиться высококлассными врачами, инженерами и юристами. Уругвай официально отделил церковь от государства по Конституции 1918 года, хотя убирать религиозные символы из больниц и школ начал еще раньше. Глубокая секуляризация помогла стране избежать религиозных конфликтов и сделала общество открытым к науке и прогрессу. В начале 20 века в Уругвае приняли революционный закон, позволяющий женщине получить развод исключительно по ее собственному желанию, без объяснения причин. Местные женщины получили небывалую для той эпохи юридическую и личную свободу. Уругвай стал лидером в защите прав домашних работников. Страна законодательно уравняла нянь, сиделок и горничных в правах с сотрудниками офисов и фабрик, гарантировав им официальные контракты, 8-часовой рабочий день, медицинскую страховку и право на полноценную государственную пенсию. Страна вовремя поняла, что будущее за технологиями, и сегодня Уругвай – крупнейший экспортер программного обеспечения в Латинской Америке на душу населения. Небольшое государство успешно конкурирует на IT-рынке с мировыми гигантами. Уругвай полностью и навсегда отменил смертную казнь еще в 1907 году, сделав гуманизм и ценность человеческой жизни основой своей правовой системы. Высшую меру наказания заменили тюремным заключением, а в дальнейшем страна реформировала систему исполнения наказаний, сделав главный упор на реабилитацию и возвращение осужденных в общество. Уругвай активно развивает производство зеленого водорода, стремясь стать важным игроком на мировом рынке чистого топлива. Проект опирается на колоссальные успехи страны в зеленой энергетике, где почти вся электроэнергия уже вырабатывается ветром и солнцем, а глобальной целью государства является достижение полной углеродной нейтральности к 2050 году. В уругвайском парламенте принято вежливо и уважительно общаться даже со своими злейшими политическими врагами. Традиция цивилизованной дискуссии оберегает страну от революций и гражданских переворотов. Государство бесплатно выдает планшеты и обучает цифровой грамотности уругвайских пенсионеров по специальной программе Ибирапита. Пожилые люди активно пользуются видеосвязью, госуслугами и читают новости в интернете. Уругвайская конституция гарантирует иностранным гражданам абсолютно те же гражданские и экономические права, что и коренным жителям. Приезжие могут сразу покупать недвижимость и открывать бизнес, а также легально трудоустроиться после получения вида на жительство. Современное общество Уругвая сформировалось преимущественно под влиянием мощных волн европейской эмиграции конца XIX и XX веков. Однако путь к сегодняшнему стабильному и толерантному государству был непростым. Стране пришлось преодолеть эпоху жестоких гражданских войн и пережить трагическое исчезновение коренного индейского населения Чаруа. Именно это бурное прошлое заставило уругвайцев переосмыслить свои ценности. Общество осознанно сделало культуру мирного диалога своей главной национальной чертой, придя к глубокому пониманию важности согласия и защиты прав всех граждан. Неудивительно, что сегодня уругвайцы известны на весь мир своим спокойным, размеренным характером и удивительным умением находить компромиссы как в быту, так и в политике. Главным фактором крутизны Уругвая местные жители называют искреннее уважение к закону и друг другу. Умение договариваться, ценить свободу и заботиться о соседе превратило маленькую страну в пример для всего мира. Уругвай лидирует в Латинской Америке по уровню цифровизации. Через единый государственный портал можно оформить большинство ключевых госуслуг и справок. Это значительно упростило взаимодействие граждан с государством, хотя и не избавило уругвайскую бюрократическую систему от традиционной неспешности при рассмотрении документов. Однако, друзья, я был бы не объективен, если бы раскрыл вам только плюсы этой страны. Поэтому давайте расскажу и о минусах. Получить паспорт Уругвая для иностранца – это не финал пути, а начало бюрократического абсурда. Дело в том, что Уругвай – одна из немногих стран, которая на уровне Конституции разделяет понятия гражданства и национальность. Иностранец может годами жить в стране, сдать все экзамены и получить паспорт, став гражданином. Но в графе «национальность» власти все равно напишут страну его рождения. Совсем недавно правительство попыталось это исправить и вписать всем код Уругвая.
Но европейские страны устроили скандал и отказались принимать такие документы. В итоге Уругвай вернул все назад. Для пограничников в Европе или США этот паспорт до сих пор выглядит как путаница. Документ уругвайский, а национальность чужая. Из-за этого натурализованных уругвайцев регулярно задерживают в аэропортах, требуют визы и могут просто не пустить на самолет. Бешеные цены. Уругвай невероятно дорогая страна для жизни, причем как для туристов, так и для местных. Из-за высоких налогов на импорт и монополий на внутреннем рынке здесь абсолютно все стоит огромных денег. От бензина и коммунальных услуг до обычной корзины продуктов в супермаркете. Купить самый обычный iPhone или подержанный автомобиль в Уругвае – это целое состояние, из-за чего страна официально удерживает статус самой дорогой во всей Латинской Америке. Сверхмедленная бюрократия на каждом шагу. Несмотря на всю продвинутую цифровую систему, о которой мы говорили, уругвайская бюрократия – это испытание для железных нервов. Местный менталитет укладывается в емкое слово «маньяна», что означает «завтра». Оформление простейшей справки, подключение интернета в квартиру или получение вида на жительство может растянуться на долгие месяцы. А в январе, в разгар местного лета, вся страна и вовсе уходит в коллективный отпуск, из-за чего решить любой рабочий или государственный вопрос становится практически невозможно. Большая разница между столицей и глубинкой. Уругвай в столице и Уругвай в провинции – это две разные картины. Стоит выехать за пределы благополучного Монтевидео или элитного курорта Пунта-дель-Эсте, как вы попадаете в очень размеренную и скромную реальность внутренних регионов. Несмотря на то, что дороги здесь хорошие, централизация берет свое. За престижным высшим образованием, карьерными перспективами или квалифицированной медицинской помощью людям из провинции до сих пор приходится ездить за сотни километров в столицу. Многие думают, что Южная Америка – это вечное лето, но Уругвай зимой устраивает жесткую проверку на прочность. Из-за близости к океану и ледяных ветров из Антарктиды зимой здесь становится очень сыро и холодно. Центрального отопления в уругвайских домах практически нет, а стены часто строят в один кирпич. В итоге температура в квартире может быть такой же, как на улице – около 10 градусов по Цельсию или 50 градусов по Фаренгейту. Местным жителям приходится спать под 3 одеялами и использовать электрические обогреватели и кондиционеры, из-за чего счета за свет зимой вырастают до астрономических сумм. Дорогие и дефицитные автомобили. Государство защищает внутренний рынок гигантскими пошлинами, поэтому купить машину здесь очень дорого. Самая простая малолитражка из салона обойдется в 1,5-2 раза дороже, чем в Европе или США. Из-за этого рынок подержанных машин выглядит специфически. Уругвайцы ездят на старых авто до последнего, и за машину 20-летней давности с огромным пробегом здесь могут просить приличные деньги. Добавь к этому самый дорогой бензин в регионе, и автомобиль уже выглядит как роскошь. И в завершение всего сказанного, уругвайцы прекрасные, расслабленные и дружелюбные люди, но эта расслабленность полностью уничтожает понятие хорошего сервиса. Здесь нет культа клиента. В ресторане вы можете очень долго ждать официанта, который просто общается с коллегами, а в магазине никто не станет бегать за вами, чтобы помочь с выбором. Доставка товаров из интернет-магазинов может опаздывать на дни, а мастера по ремонту неделями идут чинить стиральную машину. Для людей, привыкших к стремительному и услужливому сервису в мегаполисах, уругвайский ненавязчивый подход к клиентам становится настоящей проверкой на прочность. Вот такой он Уругвай. Если вы планируете переезд в Уругвай, то, возможно, вам будет полезна эта информация. Если уже живете в Уругвае, то наверняка вам есть чем поделиться в комментариях. Если понравилось видео, ставьте лайк. Если не хотите пропустить новые выпуски, жмите кнопку подписаться и на колокольчик. Всего вам наилучшего и до новых встреч!